Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Красивая и успешная Татьяна была окружена вниманием и поддержкой своей семьи и друзей. Она основала собственный бренд одежды, создавала легкие женственные платья и юбки. Кроме того, у женщины был брат, работающий в правоохранительных органах. Казалось, она защищена от домашнего насилия. Но все ее попытки оградить себя и дочь от бывшего мужа окончились настоящей трагедией. В феврале 2020 года, устав от многолетних телесных и психологических истязаний в отношении себя и своей дочери, Татьяна ушла от мужа, 40-летнего Вячеслава Тимофеева, вместе с их дочерью. Именно этот шаг женщины стал роковой точкой отсчета. Ранее Вячеслав практически не интересовался ни женой, ни воспитанием ребенка, а после ухода супруги его будто подменили. Посты просто не в соцсетях с признаниями в любви, словами покаяния, длинными поэмами собственного сочинения и мимимишными фото были лишь внешней стороной предпринимаемых действий по возвращению беглянок. Помимо этого, в ход шли звонки знакомым с требованием уговорить Татьяну вернуться домой, переходящие в прямые угрозы в случае неоказания содействия. Женщина пыталась получить развод. Вячеслав был против, и супруги выясняли отношения через суд. Слава меня выслеживал, вставал на колени, ложился под мою машину, требуя образумить Таню. Он действительно псих, говорила близкая Танина подруга Ольга. Он угрожал убить Таню, резал ей колеса на автомобиле, а однажды подкараулил ее в подъезде и избил. Таня несколько раз вызывала полицию. Славу забрали, потом отпустили. В полиции должны быть все данные об этих случаях. Да, все сложно было у них. Точнее, у него. Танечка хотела просто развестись и жить счастливо дальше. А у него вот были другие планы. Рассказала другая знакомая убитой женщины. По ее словам, Татьяна была открытой и доброй, души не чаяла в своей дочке и дышала ей. К 2020 году она стала известным дизайнером женских платьев. На ее аккаунт в популярной соцсети были подписаны почти 9000 человек. На большинстве снимков не она, а модель. Но иногда дизайнер сама рекламировала свои платья. Она была дизайнером просто от Бога, хотя по профессии, насколько я знаю, она была преподавателем русского языка и литературы. И, кстати, очень хорошо писала тексты, рассказала подруга Татьяны Тимофеевой Евгения, работающая менеджером магазина ее одежды. Свой шоурум Татьяна открыла 3 года назад, а до этого работала просто из дома. Платья, юбки, брюки, сорочки. Ей все удавалось. Решили развивать линию верхней одежды. У нее всегда было много идей. Их воплощали несколько швей. Одежда получалась очень женственной. У Тани был свой узнаваемый стиль, и многие это ценили. Заказы мы отправляли не только по всей России, но и в другие страны. Страница самого Тимофеева выглядит гораздо депрессивнее. Его старые альбомы полны фотографиями с детским футболом. Мужчина был директором по развитию Волга Kids. Чтобы вернуть жену и дочь, Вячеслав даже бросил работу. Вячеслав Тимофеев не работал в школе с конца 2019 года.
в начале февраля сообщил, что не в состоянии работать из-за семейных проблем, рассказал основатель Volga Kids Виктор Юрлов. Все свое время в 2020 году, по его словам, он тратил на бракоразводный процесс и попытки восстановить отношения с супругой и дочерью. В школе до своего ухода Вячеслав занимался развитием филиальной сети, арендой площадок, организацией турниров. В тренировочном процессе и в общении непосредственно с детьми не участвовал. Проблем с наркотиками и алкоголем не имел. В отношениях с коллегами был сдержан и вежлив. Очень любил свою дочь и супругу, переживал случившееся расставание. Характеризовали Вячеслава коллеги. На последних фотографиях он выглядит сильно похудевшим и потерянным. Его улыбка появляется только на фото с дочерью. Ко дню рождения дочки Вячеслав заказал именинный торт в виде кроваво-алого сердца, выполненного в анатомическом виде, сопровождавшийся надписью «Мое сердце в ваших коготках». На своей странице в соцсети Вячеслав писал, что когда сын, он родился до свадьбы с Татьяной, и дочь рядом, он самый счастливый человек в мире. Дочку он называл своей иконой, ангелом, принцессой котиков. Известно, что Тимофеев помогал благотворительному фонду «Бездомыш». Какое огромное счастье, пусть сейчас и по видеосвязи, по вайберу, общаться с ней по 2-3 часа каждый день и не мочь наговориться. Писал он и уверял: «Дышу одной тобой». И еще. Вот говорят, мужчины не плачут, но я просто не могу сдержать слез, когда вижу ее милые глаза и как она смотрит мне прямо в душу, выжигая все негативное и наполняя добром. Бывшая коллега Тимофеева также рассказала об эпизоде, на который обратила внимание. Однажды я поделилась с Вячеславом. Произошла очень неприятная конфликтная ситуация с отцом одного из воспитанников школы. Он ответил: «Если надо помочь, скажи, мы с ребятами подъедем». И добавил: «Я ж бандюгой раньше был, мы морды-то чистили». Шутка это или нет, женщина так и не поняла. 18 декабря Вячеслав и Татьяна сильно поругались, находясь на улице Суетинской. Мужчина несколько раз выстрелил в жену, а после свел счеты с жизнью. Все это происходило на глазах дочери. Судя по предсмертной записке, которая появилась вечером в соцсетях Вячеслава, исход встречи был ему известен заранее. Запись была поставлена в режиме отложенной публикации и вышла в 21:00 уже после убийства. Запомните нас такими: 19 лет с первого до последнего поцелуя. Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. Счет 0-0. Но мы были счастливы. Всем добра. Берегите любовь. Написал Вячеслав Тимофеев. Мужчина даже выбрал музыкальные композиции для этой публикации. 21 декабря было опубликовано видео последнего разговора Тимофеевых. Так как Татьяна знала, что общение с мужем представляет опасность, она сняла их разговор на камеру. На видео Вячеслав угрожал бывшей жене и ее семье жестокой расправой. Ты отсюда живой не выйдешь. У меня приехала банда киллеров, которым заплачено много денег. Они ликвидируют всю твою семью. Ты можешь это записывать, там, пускай это слушает, как мне по барабану. Вот это кольцо от гранаты. Вот тут у меня граната. Понятно. Оно того стоит? Ты с ума сошел, Слава? Да. Стой. Совсем что ли псих? Оно того стоит? Это боевой пистолет. Это. Выключи. Мне самое главное, чтобы она была в безопасности. В моем присутствии общайтесь, пожалуйста. Я должна видеть, что ты на ребенка не кричишь, не орешь, не обижаешь ее, не Я тебе говорю, пугаешь. давай попробуем. Ты будешь хоть Слав, каждый день. Я 31 мая пробовала тогда, я же тебе ее привозила, оставляла. В итоге ты ее от меня спрятал и вот это все устроил. В квартиру меня тащил по лестнице и так далее. Вот сейчас мы еще с тобой можем, вот у нас есть еще 5 минут, чтобы прийти к нормальному.
После этого я расскажу тебе, кто я, чем я занимаюсь. И улыбка у тебя с уст спадет. Я не понимаю тебя просто, о чем ты говоришь. И что значит, что она пойдет в детский дом? Это что значит? Вот если я сейчас начну тебе рассказывать, то мосты будут сожжены, это серьезно. Слав, это твой выбор. Я не знаю, что ты имеешь в виду. То есть твоя просто, вот наша с тобой гордыня, просто вот реально ребенок пойдет в детский дом. Вот это того стоит? Слав, я не понимаю, почему она пойдет в детский дом? Ты о чем вообще? Мне самое главное, чтобы она была в безопасности. Примерно через 5 минут после этого Вячеслав убил свою жену, а сам покончил жизнь самоубийством. Тимофеев стрелял из боевого пистолета. В Следственном комитете уточнили, что разрешения на владение огнестрельным оружием у погибшего не было. Тимофеев выстрелил в затылок женщине после того, как та стала от него уходить. Уточняется, что разговор состоялся около детской горки на улице Суетинской. Девочка в это время каталась с горки. По словам матери Татьяны, когда девочку привезли в детский дом, то вся ее куртка была в крови. Сразу после трагедии выяснилось, что Татьяна дважды обращалась в правоохранительные органы с жалобой. После избиения в конце мая, а также 7 декабря. Татьяну напугали СМС-сообщения довольно странного содержания, которые Вячеслав присылал их дочери. «Каждый твой сантиметр тела хочу расцеловать нежно-нежно, чтобы мурашки побежали от удовольствия у тебя», приводит текст сообщения «Коза Пресс». В мае уголовное дело возбудить отказались, так как Татьяна не сняла побои в больнице. По второму факту правоохранители начали проводить проверку. Также Татьяна обращалась в Следственный комитет, где позже опровергли, что от нее поступало официальное заявление. О своем визите она написала подруге. Сказали, что принять заявление не могут. Расследование ведут путем общения с ребенком. Сказали, что затаскают тогда по экспертизам, дознаваниям, и это на ней же может плохо отразиться. После этого Татьяна обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних, опасаясь за дочь. Ведь отец явно писал двусмысленные сообщения, адресованные ей. Я поехала в инспекцию по делам несовершеннолетних. Там примерно то же самое. Отфутболивают в Следственный комитет. Сказали, что СМС спорные. Он может сказать, что ничего такого не имел в виду. Конкретики нет, к делу не пришьешь. Им надо, чтобы было написано «сними трусики» или «давай я тебя поцелую в…». В итоге в инспекции приняли заявление, но сказали, что перенаправят в прокуратуру. Раз факта совращения не было, значит все окей. Сидим и ждем, когда будет. Это их логика. Кроме этого, в рамках тянувшегося все это время бракоразводного процесса, Татьяна вместе с адвокатом несколько раз ходатайствовали о назначении судебной психиатрической экспертизы, но суд им отказал. В последние несколько месяцев Вячеслав писал много стихов, которые публиковал у себя на странице. В них он открыто признает, что пугал жену и дочь, а также, что в нем сидит злой дух. На фоне подобного формата общения с отцом и учитывая тяжесть семейного бэкграунда, у девочки также начались проблемы психиатрического плана. Специалисты Государственного консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков диагностировали у девочки целый букет расстройств. Между тем, в Сормовском районном суде с июля 2020 года рассматривалось дело о разводе супругов Тимофеевых и определении места жительства ребенка, рассказала подруга Татьяны, выступавшая свидетелем на последнем судебном заседании. По словам подруги, Вячеслав сначала требовал, чтобы дочь жила с ним. Потом изменил требования на 3 дня в неделю с ночевкой. Татьяна категорически возражала против ночевок. Девочку погибших родителей поначалу поместили в приют, но вскоре матери и брату погибшей Татьяны удалось забрать ребенка к себе. В настоящее время Маша проживает с бабушкой. 22 декабря 2020 года прошли похороны Татьяны Тимофеевой. Брат погибшей занимался организацией похорон. Он нашел несколько минут, чтобы ответить на вопросы, которыми вот уже несколько дней задавались нижегородцы. Он рассказал журналистам, откуда в СМИ появилось видео последних минут жизни Татьяны. У нее были очень напряженные отношения с Вячеславом.
Я сам посоветовал снимать на видео все их встречи и разговоры. Для ее же безопасности. В этот раз она сделала все как всегда. Она даже успела отправить эти кадры друзьям и мне, как бы просила о помощи. И это видео мы получили фактически в момент ее смерти. Он убил ее через пару минут. Соответственно, никто из нас уже ничего не смог сделать, пояснил Валерий. Рассказал Валерий и о том, что стало причиной этой семейной трагедии. По его мнению, речь идет отнюдь не о страданиях отца из-за того, что он не может видеть после развода свою дочь. После рождения ребенка Татьяна, естественно, посвятила себя ребенку. Он остался без внимания, его это бесило. Всю свою злость и недостаток внимания со стороны жены он вымещал на ребенке, подчеркнул брат убитой. Кроме того, близкие настаивают, что размещенные Вячеславом Тимофеевым в соцсетях записи о том, что он обожает свою дочь, ложь. Это бред, это все вранье. Он дочь любил только на показ. Только когда Татьяна ушла уже от него. Жить с ним не могла. Мужчиной он никогда не был, даже деньгами не обеспечивал. Мать сумки с продуктами ей носила, когда она с малышкой сидела, добавил Валерий. Подписчики паблика ВКонтакте остро отреагировали на произошедшее. Они осудили Тимофеева за то, что тот не подумал о судьбе маленькой дочки и сына. Эгоист. Дочку сиротой оставил. Вот она, мужская слабость. Жалко ребенка, который остался без мамы по вине папаши. В голове не укладывается, бедный ребенок, заявляли нижегородцы. Нижегородский кризисный женский центр позже выступил с обвинением в адрес внутренних органов. По словам его сотрудников, организация могла оказать Татьяне любую помощь, от предоставления убежища до сопровождения в суде. Однако в полиции ей не только не дали контактов центра, но и не порекомендовали туда обратиться. Женщина обращалась, и ей не оказали никакой помощи. Я планирую узнать фамилии тех, кто конкретно не принял заявление, а не просто абстрактно полицию. Они должны быть уволены или, может быть, даже понести более серьезное наказание, говорит директор Анастасия Ермолаева. Никто из близких не предполагал, что Тимофеев способен на убийство. Татьяна больше всего на свете беспокоилась о безопасности дочки, а извращенная любовь Вячеслава оставила девочку без родителей. Друзья Татьяны говорят, что женщина сделала все, что было в ее силах. Она медленно проводила черту между ней и бывшим мужем с помощью переезда, развода и заявлений. Рассказы близких и последний разговор бывших супругов не вызывают сомнений, что Вячеслав мог вести себя неадекватно и оказывать насилие. Но завуалированные угрозы и психологическое давление, подобно тем проколотым шинам, доказать было практически невозможно. Как правило, по этой причине пострадавшие от насилия не могут найти защиту в полиции или суде. А своими силами, пусть и с поддержкой, это сделать сложно. В случае Татьяны это закончилось трагически. А вы, друзья, что думаете? Можно ли было предугадать трагичный исход и предотвратить несчастье? Как бы вы поступили в такой ситуации на месте жертвы преследования? Делитесь вашим мнением в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.